Боль, постоянный спутник на жизненном пути, часто приходит незапланированно, в обличье злобной силы, стремящейся погубить нас. Однако представьте себе следующее. Замысловатый дизайн Вселенной предусматривает боль как неотъемлемый компонент нашего развития. Это не произвольный мучитель, а искусный учитель, ведь в складках боли скрывается тонкая подготовка Вселенной. Подобно скульптору, который долбит необработанный камень, чтобы открыть шедевр. Боль — это способ Вселенной придать нам форму, отточить наш характер и подготовить нас к нашей конечной цели. Когда жизненные обстоятельства распутываются, и кажется, что Вселенная неустанно испытывает нас на прочность, важно осознать, что именно в этой боли может скрываться ключ к разгадке нашего предназначения. В такие моменты мы должны изменить свою точку зрения, рассматривая боль не как препятствие, а как инструмент для подготовки. В грандиозной схеме космоса боль служит тиглем, где проверяется наш металл и совершенствуется наш потенциал. Интенсивность борьбы часто соответствует масштабам цели, которая ждет своего раскрытия. Поэтому, когда жизнь разрушает наши тщательно выстроенные планы, это может быть способом Вселенной заложить основу для чего-то гораздо более великого. Судьба, которую мы, возможно, еще откроем для себя, пройдя путь от боли к цели. Боль предстает перед нами как многогранный инструмент, подобный огню рафинера. Это метафора, заимствованная из алхимического процесса очистки драгоценных металлов, соответствует намерению Вселенной возвысить нас, а не разрушить. Представьте, что Вселенная — это искусный кузнец, помещающий нашу веру в горнило испытаний и подвергающий ее сильному нагреву, но не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы повысить ее качество. Вера, непоколебимая вера в космический замысел, лежит в основе этого процесса совершенствования. Это вера в то, что Вселенная активно сплетает нити нашей жизни в величественный гобелен. Во времена скорби вера проходит через горнило боли, подобно сырому золоту в огне рафинера. Цель огня — устранить примеси, сжечь сомнения и страхи и оставить после себя более крепкую, устойчивую веру, способную выдержать даже самые сильные бури. По мере того, как мы взрослеем и развиваемся, Вселенная использует этот процесс совершенствования для нашего роста. Подобно тому, как заботливый родитель или преданный учитель бросает вызов своим подопечным, чтобы способствовать их росту, Вселенная также направляет нас через огонь испытаний. Цель — не разрушение, а созидание, эволюция нашего внутреннего «я». Огонь боли призван привить нам настойчивость, способность выдерживать самые тяжелые испытания и силу, чтобы противостоять самым грозным жизненным вызовам. Переосмысление нашей реакции на невзгоды в свете концепции рафинированного огня боли — это мощный шаг. Вместо того, чтобы поддаваться отчаянию или сомневаться в намерениях Вселенной, мы можем найти утешение в понимании того, что этот процесс призван не ослабить нас, а укрепить. Приняв такую точку зрения, мы сможем относиться к жизненным испытаниям с новой стойкостью, рассматривая их как возможности для роста и трансформации, а не как непреодолимые препятствия. В конце концов, именно через горнило боли Вселенная формирует из нас существ, способных принять свое глубокое предназначение, каким бы оно ни было. В гобелене человеческого существования боль выступает в роли незваного гостя, появляясь на пороге нашего дома в различных формах — физической, эмоциональной, духовной, финансовой, связанной с отношениями и мышлением. В эти минуты мучений мы оказываемся перед решающим выбором, который определит наш путь. Позволим ли мы боли ожесточить наши сердца или используем ее преобразующий потенциал, чтобы стать более сильными и стойкими личностями? Жизненный путь разворачивается, неизбежно сопровождается спотыканиями и падениями, разочарованиями и неудачами. Что отличает победителей и лидеров в этой космической симфонии? Так это их стойкость, способность восстанавливаться, подниматься даже после самых изнурительных неудач. Боль — это общая нить, вплетенная в ткань бытия. Она не делает различий. Сама по себе боль не делает человека другим, но его готовность преодолеть ее делает это. Устойчивость — это не неуловимое качество. Это решение, которое манит нас встать во весь рост, подняться снова и двигаться вперед по пути к цели. Вселенная, в своей бесконечной мудрости,
бросает нам вызов невзгодами, но не для того, чтобы сломить нас, а для того, чтобы сделать из нас существ, обладающих непоколебимой решимостью. Боль — это катализатор, двигатель перемен и испытание нашей силы. То, как мы преодолеваем эти бурные воды, является отражением нашей внутренней силы и стойкости. Мы можем столкнуться с горечью, разочарованием и отчаянием, а можем выбрать путь роста и стать людьми, лучше подготовленными к жизненным испытаниям. Выбор стойкости вместо горечи — это акт веры, убежденности в том, что в замысле Вселенной заложена цель даже в самые трудные моменты. Он предлагает нам преодолеть непосредственный дискомфорт и признать, что каждая неудача несет в себе семена личностного роста и трансформации. Когда боль стучится в нашу дверь, у нас есть возможность реагировать на нее не как жертвы, а как победители, используя невзгоды как ступеньку, чтобы подняться на большую высоту и обнаруживая, что наши величайшие триумфы часто возникают из нашей глубочайшей борьбы. Боль в самых разных ее проявлениях — мощный катализатор личностной трансформации. Она обладает уникальной способностью изменять саму суть нашего существа, формируя наш характер и углубляя наше понимание сложного замысла Вселенной. И если вспомнить путь героев, как известных, так и неизвестных, то многие из них прошли путь, омраченный огромными трудностями. Однако вместо того, чтобы поддаться тяжести испытаний, они вышли из них не сломленными душами, а личностями, возросшими благодаря своему опыту. Боль, по сути, становится резцом, который формирует скульптуру нашего существования. Она придает нам стойкость, наделяя нас упорством встречать невзгоды лицом к лицу. Когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями, мы становимся жестче внешне, сохраняя при этом сострадательное сердце. Наш кругозор расширяется, позволяя видеть возможности среди препятствий, а доверие к Вселенной углубляется, способствуя глубокой связи с космическим гобеленом. Боль служит загадочной силой, инструментом, с помощью которого Вселенная наделяет нас способностью подняться над обстоятельствами и использовать свой потенциал в полной мере. Наши истинные силы могут быть открыты только через страдания, раскрывая дремлющие способности, которые позволяют нам вносить позитивный вклад в мир и находить цель даже в самых сложных ситуациях. Часто непризнанная грань пути от боли к цели — это роль обмена опытом. Боль, превращаясь в источник сочувствия и поддержки, становится основой для глубокого служения. В грандиозной схеме плана Вселенной ваше самое глубокое служение часто возникает из вашей глубочайшей боли и уязвимости. Это служение коренится не в демонстрации сильных сторон, а в откровенном рассказе о слабостях. Когда вы делитесь своей болью, вы приглашаете других расти вместе с вами. Человеческая связь укрепляется, когда мы рассказываем о своих трудностях, и именно благодаря нашей уязвимости другие находят утешение и силу в своем собственном путешествии. Этот общий опыт формирует глубокую связь, которая преодолевает изоляцию личных страданий и воспитывает чувство единства среди людей, столкнувшихся с похожими проблемами. Подумайте вот о чем. Кто лучше поймет трудности ветерана, чем тот, кто прошел тот же путь служения? Кто может более эффективно направить человека, борющегося с зависимостью, чем тот, кто победил своих собственных демонов? Ваша боль, превратившись в служение совместного опыта, становится маяком надежды для тех, кто движется по тем же лабиринтам жизни. Она служит свидетельством стойкости человеческого духа и способности Вселенной превращать невзгоды в источник цели и связи. В грандиозном повествовании о жизни каждая область боли таит в себе скрытое свидетельство. Эти свидетельства — не просто рассказы о горе, а яркие рассказы о стойкости, росте и несгибаемом человеческом духе. Каждая уникальная форма страдания, от финансовых трудностей до супружеских конфликтов, от непокорных детей до физических недугов, таит в себе рассказ или свидетельство, которое ждет, чтобы им поделились и приняли. Первый шаг к осознанию этих свидетельств — понять, что никакая боль не лишена цели. Даже в глубинах отчаяния, когда мы бьемся над вопросами «почему я» или «почему сейчас», кроется глубокий космический замысел. Вселенная в своей мудрости позволяет нам пройти через эти испытания, но не произвольно,
а с намерением сделать из нас людей большей глубины, сочувствия и понимания. Ваша боль, ваши переживания — это источник мудрости, который может оказать глубокое влияние на тех, кто разделяет схожие трудности. Когда вы открыто рассказываете о своих испытаниях и невзгодах, вы приглашаете окружающих к соприкосновению с вашей человечностью. Ваши переживания служат свидетельством силы человеческого духа, признанием того, что боль, какой бы мучительной она ни была, в конечном итоге может привести к глубокому личностному росту и обретению значимой цели. Помните, что в каждой боли скрывается свидетельство, мощный рассказ, способный вдохновлять, поднимать настроение и преображать жизнь, подтверждая глубокую истину о том, что цель можно найти даже в самых сложных обстоятельствах.